Здравствуйте! Приветствую вас в Московском музее дизайна, в нашем лектории. Каждый четверг мы проводим лекции в рамках выставки «История российского дизайна. Избранная». Она у меня за плечами. Если не видели, посмотрите после лекции. Хочу поблагодарить президентский фонд культурных инициатив, благодаря которому программа стала возможна, а также нашего спонсора технического, компанию Arlight. Сегодня у нас замечательный гость Анна Толстикова, куратор, художник, дизайнер, руководитель творческого объединения Agora Pro. Сегодня Анна расскажет о очень интересном выставочном проекте. Передаю ей слово. Спасибо. Спасибо, друзья, что вы сегодня с нами. И прежде всего я, конечно, хочу поблагодарить Московский музей дизайна за предоставленную возможность рассказать о нашем проекте. И я еще хочу вам предложить, что моя лекция, она примерно на час, и потом вы сможете еще посмотреть экспозицию музея. Поэтому располагайтесь, пожалуйста. И сейчас будет, может быть, небольшая такая лекция, презентация о нашем проекте. Наш проект называется «Культурно-выставочный проект «Пионеры супрематизма», проект «Вербовка-100». Это проект воссоздания вещей по эскизам русских супрематистов для артели «Вербовка» под патронажем Натальи Михайловны Давыдовой, которая существовала в 1915-17 году. И специалисты знают, что это название «Артель Вербовка», и как мы это говорим в Москве «Вербовка», это не совсем точно. Есть разные варианты названия, но в такой вот московской российской научной среде принято именно такое такое произношение. И одна из самых главных наших задач — рассказать эту историю и восстановить в истории русского искусства, в истории русского авангарда именно Натальи Михайловны Давыдовой. И наш аспект именно художественно-практический. То есть мы не столько исследователи, не столько историки, сколько практики. То есть мы поставили себе задачей сделать эти вещи. Мы — это творческое объединение Agora Pro, мы существуем с 2011 года, и у нас различная культурологическая деятельность, у нас есть выставки, фестивали, культурные программы, и также бренд платков Анна Толстикова — это часть нашего творческого объединения, потому что некоторые люди меня знают с точки зрения платков. И руководитель нашего творческого объединения Юлия Онищенко, она музыкант, культуролог, специалист по музейной экспозиции, а я художник, дизайнер, и я именно художник по тканям. Я заканчивала в свое время МХПУ имени Калинина, Московское художественно-промышленное училище, отделение текстиля. Очень рада, что есть мои одногруппник здесь. Очень приятно. Дмитрий Поляков, прекрасный фотограф. И основная наша деятельность — это традиция и культура в каждой вещи, от идеи до воплощения. Проект «Вербовка-100». Над этим проектом работало 34 участника из 3 стран. И мы очень гордимся, что у нас есть участники и не только из России, из Украины, из Америки, из 7 городов тоже. Для наша большая гордость, потому что это фактически международный проект получился. То есть это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мытищи, Балашиха, Киев и Нью-Йорк. Как мы дошли до этой идеи? Как вообще эта идея возникла у нас? Так как платки — это одно из наших направлений, и сюжетные авторские платки требуют подачи. То есть такого рода платки, их выпускают практически как корабли, да, устраивают презентации, рассказывают, что, почему, для чего, и какую-то историческую подоплеку. У нас была программа наша, посвященная платкам «Искусство в квадрате» на базе музея Щепкина. И в то время там была прекрасный директор Анна Абрамова, которая, так скажем, была
расположены к нашим программам, и они ежемесячно проходили. И вот у нас была тема амазонки авангарда. Я сделала платок амазонки авангарда. Ну, вы видите, это такое, можно сказать, впечатление от русского авангарда, да, то есть когда много разных тем, связанных с русским авангардом, с художниками русского авангарда, разместились в одном платке. И мы для презентации этого платка стали собирать материал, чтобы рассказать о нем. И представляете, практически в каждой монографии открываем Любовь Попову, и вдруг эскизы для артели Вербовка, Розанова, эскизы для артели Вербовка, для вышивки, для подушек, для сумок. И нас настолько это потрясло, что мы как-то были ошарашены этой информацией. Мы не знали об этом раньше и были удивлены, что никто не, наш круг людей не знает об этом. Но тогда, в 2014 году, когда был сделан этот платок, мы удивились и оставили на потом эту идею. И только в 2017-2018 году, когда мы сотрудничали с проектом Натальи Борисовны Козловой «Авангард. Театр. Мода» и «Мода народу», то и наш платок принимал там участие, мы увидели пример того, как реализуются подобные проекты с помощью привлечения волонтеров и, в общем-то, без привлечения внешних средств. Каким образом это можно реализовать? И возвращаясь к Наталье Михайловне Давыдовой, то есть вот именно это имя Натальи Михайловны Давыдовой для нас было очень важным, чтобы его как-то вернуть в обсуждение, вернуть в эту культурную среду. И вот мы очень рады, что сегодня Виктория Тучинская, которая нам показала вышивки Натальи Михайловны реальные. И, знаете, это на самом деле большой душевный трепет. И история для нас немножко стала приоткрываться. Наталья Михайловна Давыдова, она была из рода Гудим-Левковичей, это такой аристократический род, они владели много чем в разных местах, и в том числе у них были деревни, в которых были традиционно народные промыслы, связанные с вышивкой, разного рода текстильными техниками. И еще ее родители поддерживали народные промыслы. И в сущности ей это достается по наследству. Но она уже следующее поколение, она учится в Киевском художественном училище вместе с другими художниками, которые впоследствии становятся очень известными. Это Александр Экстер, Александр Архипенко, Серж Фера, Сергей Ястребцов и другие известные люди. Еще интересный момент, что она двоюродная сестра Николая Бердяева. Эти артели вышивают и прикладные разные вещи. Но интересно, что Наталья Михайловна выходит замуж за Дмитрия Львовича Давыдова. То есть сливается такая аристократия Гудим-Левковичей и московская аристократия Давыдовы. А Давыдовы – это племянники Чайковского. И более того, это сливаются такие роды, как и фон Мекки, Давыдовы, Чайковские. И так как у Чайковских было в Каменке их поместье, то это такой целый культурный круг образуется. А Дмитрий Львович Давыдов, будучи племянником Чайковского, помогал своему дяде в написании, в редактуре его произведений, был очень культурным человеком. И их эти места, поместья родовые, становятся таким притягательным центром для культурной интеллигенции. Все к ним съезжаются. Но так как Наталья Михайловна Давыдова была женщиной состоятельной, она имела возможность ездить за границу, она дружила, как уже было сказано, с Александром Экстер, они путешествовали, они знали современные европейские тенденции. И в том числе они, особенно Александра Экстер, она дружила с Соней Делане, которая тоже уже в Париже начала эти эксперименты с текстилем, с дизайном, когда очень-очень модные, современные,
острые тенденции в живописи, в графике переносятся на дизайн. И то, что для нас это теперь фактически вот, ну, знаете, привычный момент, да, вот то, что мы видим вокруг, тогда это было своего рода революцией. И в Париже, и в Берлине, в Лондоне создаются такие мастерские, которые исполняют вещи по художникам, по эскизам художников, которые работают в абстрактной манере, в такой формальной манере. При том, что эскиз, вот, например, вот эскиз лондонской мастерской Омега, вот вы видите его слева, там написано эскиз ковра или шарфа. То есть художник выдавал эскиз, а уже исполнители могли это как-то интерпретировать в разные прикладные вещи. Это, собственно, одна из тех идей, которой мы руководствовались. И, будучи такими просвещенными людьми, Экстер, Наталья Михайловна Давыдова, они вот эту вот идею переносят на русскую почву, тем более, что это, ну, на местную почву, тем более, что это было очень логично. Артели вышивальщиц у них уже были. И вот этот вот кадр, он является, наверное, ключевым во всей этой истории, потому что это атрибутировано и опубликовано Александрой Шацкой в книге «Казимир Малевич и общество Супремус». И Александра Семеновна Шацких считает, что вот это вот именно начало супрематизма, потому что Малевич в 15 году сформулировал основы супрематизма. И он крайне был заинтересован в том, чтобы стать первооткрывателем супрематизма. А Татлин шел ему ноздря в ноздрю. То есть там была очень серьезная конкуренция. Александр и Экстер знакомят Малевича и Наталью Давыдову. И Малевич возлагает большие надежды на эту дружбу, потому что он видит, с одной стороны, в Наталье Давыдовой мецената, который, возможно, ему сможет помочь, а во-вторых, они ему дают возможность выставить первые супрематические вещи раньше, чем была общая выставка 010, на которой он заявил супрематизм. А так как он чуть-чуть раньше выставился, то он уже был первооткрывателем. И вот эта вот фотография в галерее Ле Мерсье, где выставлены вот эти кустарные вещи еще до супрематического периода. То есть уже Экстер на это работала, Якулов, Пуни Богуславский, они уже делали эскизы. Но это еще был, можно сказать, модерн. И вдруг, вот если вы посмотрите, есть три, не знаю, видно, три странные штучки, картины, на которых есть три первые супрематические вещи Малевича. И вот мне кажется, как художнику, что именно в этот момент они поняли, что уже хватит вышивать подсолнухи и петухов. Пора вышивать треугольники, квадраты, и можно перейти к супрематизму. Но моя версия, не настаиваю. Ну, чуть-чуть просто определений, что же у нас такое авангард и что же у нас такое супрематизм. Авангард – это передовой отряд. На самом деле этот термин стал использоваться гораздо позднее, но ввел его Бенуа, потому что Бенуа был критик, не только художником, но и художественным критиком, и описывая выставки, вот, где уже начались представляться формалистические течения, он назвал их авангардом. И потом это уже много позднее стало применяться для всех формальных течений начала XX века. А супрематизм – это одно из самых влиятельных направлений внутри авангарда, потому что, вот знаете, как сказал очень авторитетный исследователь, потому что это не только направление, это не стиль, это система. То есть Малевич сделал систему, которую он мог обучать, которую он мог преподать, которая могла развиваться. Вот, поэтому именно то, что супрематизм является системой, и оказало такое колоссальное влияние на весь последующий дизайн XX и уже XXI века. Каких принципов мы придерживались в создании коллекции для нашего выставочного проекта «Вербовка 100»? Ну,
первое, что нам было важно, это максимальное приближение к эскизам, то есть к первоначальным эскизам. Мы шли вот тем же самым путем, что и 100 лет назад артель Вербовка. То есть эскиз художника, и мы должны как можно ближе его выполнить и получить прикладную утилитарную вещь. Потому что для художников круга Малевича, круга Супремус было крайне важно, чтобы это были прикладные вещи, то есть чтобы это именно шло в использование. И как вы думаете, почему им крайне важно им были именно сумочки, не подушки, а сумочки? Сумочка – это картина. Да, сумочка – это картина, которая идет на улицу, да? А подушка – это картина, которая у нас на диване сидит. И, конечно, им это было своего рода такой акт пропаганды, акт внедрения этих идей в массы. И поэтому они вот пошли на такое сотрудничество очень охотно. И потом это уже переросло и в агиттекстиль, и в дальнейшие направления. Вот этот вот опыт сочетания супрематизма и утилитарных вещей. То есть утилитарность для нас была важна. Мы хотели не просто сделать вышивку, а именно сделать вещь. Стилистическое единство. Но стилистическое единство, в общем-то, мы тоже в процессе поняли, оно обеспечивается единым художественным руководством. И мы очень старались высокое качество исполнения продемонстрировать, потому что это стоит того. Пока, вот знаете, не будучи искусствоведами, не будучи исследователями, мы через руки, через процесс поняли многие вещи. И в том числе мы поняли, почему эти вещи такие прихотливые, такие странные. Вот те эскизы, которые сохранились, почему это такие причудливые вещи? Как такое вообще могло в голову прийти? Как такое... И постепенно мы поняли, что художники выросли в эпоху модерна. Их окружали все эти красивые вещи с бахромой, кистями, бисером, фермуарами и так далее. Но они поддерживали, собирали, коллекционировали народное искусство. И, естественно, они были супрематистами. Да? То есть это такие абстрактные геометрические формы, парящие в чистом пространстве. И если все это сложить вместе, то получаются вот эти вот очень странные вещи, которые остались в эскизах. И таким образом у нас получилась коллекция, состоящая из 3 корпусов. Первый – это корпус по сохранившимся фотографиям, потому что есть ряд фотографий тех первоначальных вещей. Корпус по сохранившимся эскизам. Есть эскизы. Но не всегда мы могли найти эскизы или фотографии, но известно, что художники, которые работали для артели Вербовка, использовали свои станковые мотивы для вышивок. А иногда, вот как Любовь Попова, наоборот, эскизы для вышивок, для эскизов для станковых вещей. Поэтому мы решили, что мы можем еще сделать прикладные вещи по эскизам художников, которые работали для Вербовки того периода, когда они работали для Вербовки. И вот, например, как раз корпус по сохранившимся фотографиям. Известна фотография 2 переплетов Натальи Михайловны Давыдовой. Во-первых, честно говоря, не сразу мы на это решились, потому что, глядя на эти фотографии, трудно понять, как это вообще возможно сделать. Но когда мы уже большую часть коллекции сделали и наработали какой-то опыт, то, в общем, такая некоторая смелость появилась. И вот я сделала вот эти 2 переплета. И, естественно, мы цвет не знаем, да? Мы знаем только тональность. Существуют разные программы, которые можно пропустить, и они вам выдают какой-то цвет. Но, знаете, я пошла таким путем, что раз Наталья Михайловна Давыдова собирала народные образцы и каким-то образом опиралась, я просто на народный образец вышивки того периода взяла за цвет, а тональность мы видим, да, и на черно-белой фотографии. Таким же примерно путем мы пошли, чтобы сделать вот эту вот подушку, тоже по эскизу Натальи Михайловны Давыдовой. Фотография сохранилась. Переплет.
Переплет, ну вот в современной эстетике это обложка для книги в современном мире. А тогда это была такая модная вещь, очень утилитарная, потому что, ну, мы помним, семьи имели альбомы, куда можно было, да, записать, кто пришел, какое-то оставить стихотворение, памятную надпись. Фотографии вклеивали открыточки и так далее. И часто это были рукотворные вещи, которые нуждались в дополнительной декоративной обложке. Вот такого рода переплеты была популярная вещь. И сохранилась фотография переплета Натальи Михайловны Давыдовой, но тоже тональность понятна, цвет неизвестен. Но цвет на моей совести. И моя еще задача как художественного руководителя была распределить между нашими участниками, кому что можно дать. Вот, допустим, кто-то вышивает бисером, можно дать бисерную вещь. Вот в данном случае это программируемая машинная вышивка. И рапортный рисунок как раз для машинной программированной вышивки очень хорошо подходит. То есть это не нужно там вручную трудоемко делать. И получилось очень хорошего качества вещи, очень такая наглядная. Малевич. Вот они дружили с Экстер, и, как я говорила, Экстер познакомила Давыдову и Малевича, и тоже это переросло в дружбу и сотрудничество. И вы видите вот эту вот фотографию. Вот именно эта фотография послужила для нас таким толчком для вообще идеи нашей коллекции, для создания этой коллекции. Потому что, знаете, сейчас подушкой Малевича никого не удивишь. Да? Каждый музейный магазин имеет свой набор подушки с Кандинским, Малевичем, кем угодно. Но когда это 100 лет назад, 1917 год, подушка Малевича, вот это вот для нас было таким неким культурным шоком. И именно из этой подушки началась раскручиваться вот эта ниточка супрематизма, которая нас вела. И вы знаете, вот тут вот интересная фотография. Это портрет Елизаветы Яковлевой. Это одна из учениц Малевича, которую написала другая его ученица Мария Джагупова. И это портрет 1935 года. Ну, кто в теме, тот знает, что одно время его даже не атрибутировали и думали, что это Малевич. Ну, в общем, была такая целая история международная. Но с нашей точки зрения он интересен чем? Это 1935 год, и женщина держит в руках супрематическую сумочку. И в 1935 году это практически вызов, это бунт. У нее супрематическая сумочка и супрематический воротничок. Это такое вот напоминание об этом периоде. Я еще привожу выдержку из книги Шенка Схейна, который написал замечательную книгу «Авангардисты». Очень рекомендую, потому что он очень последовательно и очень в хронологической последовательности рассказал историю русского авангарда. И там вот как раз многие процессы очень ясно становятся, потому что, может быть, ему, как голландцу, виднее чуть-чуть с расстояния. И у меня была вот возможность на книжном салоне с ним обменяться. Я ему подарила наш каталог Вербовки, он мне подарил своих авангардистов. И когда он увидел наш каталог Вербовки, он говорит, я знаю об этом проекте, я знаю. И мы так с ним хорошо пообщались, и я вот привожу выдержку из его книги. Всю жизнь он, Малевич, работал бок о бок с женщинами. Но я не знаю ни одного случая, когда он пошел на поводу у вожделения, жертвуя высшей целью творческого сотрудничества. Малевич и Давыдова говорили друг с другом по-польски. Думается, особенно их сближало. По крайней мере, Малевич был в восторге от их знакомства, в том числе и потому, что оно сулило ему выход на международную выставочную арену. Но это он так предполагал, да, но мы понимаем, что это время, 1915-17 год, в истории нашей страны очень непрост. И вот мы эту подушку Малевича сделали заново, и тут мы тоже не знаем цвет, да, но мы знаем знаменитую работу того же времени Малевича
которая известна, она в собрании Гугенхайма, известна ее цвет. И обратите внимание, что работа по отношению к подушке зеркальная, да? То есть, скорее всего, вышивальщицы получали эскиз и переводили его таким образом, что в готовом изделии он получался в зеркальном отражении. И вот у нас повезло, это наш американский участник Татьяна Грин, мастер квилтинга, и она, знаете, вот очень хорошо с точки зрения квилтинга поняла, как вот эту вот форму такой как бы конфетки, да, такого вот усеченного ромба правильно сделать. И вот она есть в нашей коллекции, эта подушка. Также мы сделали вот эти все 3 первые вещи Малевича, которые выставлены были на той выставке артели Вербовка в Ле Мерсье 2015 года. И вот у нас тут Ирина Цвиевич, которая вышивала бисером вот эту вот вставку на шарфе. И мы имеем вот эту и такую вот как бы черно-красную, Ирина тоже потом сделала. То есть мы вот эти вот все вещи у нас представлены. Александра Экстер. Вот как раз считается, что Александра Экстер и сама и вышивала некоторые вещи. Да? Нам сегодня очень повезло, у нас есть специалист Виктория Тучинская, и мы сегодня познакомились. И это просто, знаете, трепет для нашего проекта, что такие люди к нам показали, присутствуют, и можно пообщаться на эту тему. Да, и вот есть несколько вещей, которые сохранились, и считается, что это сумочка по эскизу Александры Экстер, которую она сама вышивала. Это одна из... Нет? Ну вот, хорошо, что нет. Но и мы не стали это повторять, потому что это известная вещь, и она дожила до нашего времени. Да, она в частном собрании. Но Александра Экстер была художественным руководителем вот той артели Вербовка. Она осуществляла художественное руководство, но осуществляла его, так скажем, наездами. А на месте уже вот следила за изготовлением, за процессом ее ученица Нина Генке. Ну, мы сделали несколько, у нас есть довольно большой ряд вещей, сделанных по эскизам Александры Экстер. Ну вот надо сказать, что мы в своей коллекции не придерживались какого-то определенного технического исполнения, какой-то определенной техники вышивки. Мы шли от эскиза до утилитарной вещи. Вот это была наша задача. И опять же таки, возвращаясь к тому, что я должна была как художественный руководитель понимать, кому что я даю. Да? И вот, например, вот эту вышивку по эскизу Александры Экстер вышивала Екатерина Тугарева, которая профессиональный художник. Вот профессиональный художник хорошо понимает, что нитки – это те же краски. То есть ниточка мулине, она складывается из нескольких ниток, да? И тем самым мы можем сделать тонкие переходы цветовые. И для художника это не составляет труда, это просто на глаз делается. Вот. И это одна из очень наших успешных вещей, она и выставочно очень красивая, и мы ее даже однажды повторяли. Ну вот Нина Генке, мы довольно долго не могли найти эскиз, который бы мы могли вышить и который мог бы служить выставочным экспонатом. И вот Мария Каминская, наш пиар-менеджер, человек, который занимается нашим пиаром и вообще очень активный участник проекта, она нашла эскиз, который можно реализовать. Мы реализовали это. Любовь Попова, один из ключевых художников русского авангарда. И вообще я хочу обратить ваше внимание, что для артели Вербовка 100 лет назад работал первый ряд русского авангарда. То есть это очень показательно. Вот Любовь Попова, тоже есть 1915-17 год, большое количество эскизов сохранилось и фотографий ее работ для артели Вербовка. И мы гордимся, что у нас есть вот эта вот знаменитая подушечка, которую специалисты видели только на фотографиях, а у нас она реализована. И мы, когда вот в Санкт-Петербурге на конференции ее представляли,
то это был такой небольшой наш триумф. И вообще, знаете, ну не то, что наш, а просто триумф этой темы. Тоже Любовь Попова, и вот тоже другая техника, это уже ковровая вышивка. Вот это конкретно по эскизу, то есть есть эскиз, написанный эскиз для вышивки для артели «Вербовка», 1917 год. Вот мы это реализовали как сумочку. Ольга Розанова. Вот знаете, мы в процессе работы над этим проектом, наши участники и мы сами как-то погрузились в историю этих персонажей, этих людей, этих художников. И вот, честно говоря, для меня Ольга Розанова — это такая боль, это такой, знаете, очень близкий для меня художник, автор. И я много сделала по ее эскизам. И вот эта вот сумочка, эскиз сумочки, он хранится в Ивановском музее. И вот вы, когда видите на фотографии, то у нее на эскизе белые орнаменты, да, у нас где-то синий. Но когда мы внимательно рассматривали эскиз, там написано ее рукой синий, синий, синий. Поэтому мы сделали синий, потому что решили, что она, наверное, так планировала. И очень хороший дизайнер Ольга Федяева ее превратила в сумочку, и она как раз разобралась, как это может быть технологично, то есть вот как это закрывается, открывается, что вот эта вот золотая полосочка, это, скорее всего, бахрома. Вот у нас есть такая сумочка, она в стиле гобеленовой вышивки, в технике гобеленовой вышивки. Вот тоже сумочка, мы ее называем сумочка с юбочкой. Это очень известная фотография Оливера Сейлора 1917 года. Была такая история, что на выставку артели «Вербовка» в 1917 году случайно пришел американский фотограф, который снимал для балета что-то. Он репортером был. И случайно, то ли кто-то из знакомых его привел, и он отснял фотографии этих вот экспонатов. И только в 80-е годы в виде негативов их нашла Шарлотта Дуглас в Бруклине. И это было просто чудо, что они попали тому человеку, который знал, что это такое. Шарлотта Дуглас — это один из крупнейших исследователей русского авангарда в Америке. Она поняла, что это такое. Они опубликованы, есть порядка 17 фотографий вот с этой выставки Оливера Сейлора. Вот это тоже известный эскиз Ольги Розановой, такая вот крестообразная сумочка. И я очень... Сейчас, извините. Сумки можете оставить. Тема, да. Вот. И я очень горжусь, что вот этих сумочек в нашей коллекции 2. Одна из них в музее московского дизайна, в Московском музее дизайна. Здесь есть в фонде. И тоже, знаете, пришлось подумать, как вот этот вот эскиз превратить все-таки в сумочку. Как это? Ну, в итоге вот это вот крест — это основа, а кружок — это вот сам карман, емкость сумочки. И Ольга Розанова очень тщательно написала, как это должно быть исполнено, что кисточки должны быть шелковые, что вот бусинки такие, там вот все подробно описано. Поэтому было очень интересно и легко над этим работать. Еще одна сумочка по эскизу Ольги Розановой. Ее сейчас можно увидеть в экспозиции выставка «Вещь. Предметный разговор» в музее ДПИ. То есть музей ДПИ специально ко мне обратился, и была сделана такая сумочка специально для этой выставки. Она переходит потом в фонд музея ДПИ. Интересно, что вот наша коллекция постоянно пополняется. То есть вот в каталог у нас вошло 50 вещей. Мы думали, что на этом это закончится, но нет. Наши участники продолжают что-то делать, и прибавляются новые участники. И вот недавно у нас совершенно была премьера вот этой вот сумочки, которую сделала Марина Фурсова по эскизу Ольги Розановой. И мы тоже не знали, как это сделать. Вот понимаете, есть эскиз, как это можно реализовать. В итоге он реализован в технике лоскутного шитья. И интересно, знаете, что Марина
Она сама художник, она над этим долго работала, и она в студии «Красный сарафан», это студия лоскутного шитья, и она мне потом говорит: где-то я видела этот мотив. И она мне прислала вот такую вот куколку народную, ненецкие кочевые культуры. Вот понимаете, вот эти вот, вроде это авангард, вроде это такие вот острые вещи, и в то же время они вдруг имеют такие архаичные корни. И мы решили, что это, конечно, случайность, но это такая не совсем случайная случайность. Надежда Удальцова работала для артели «Вербовка» и тоже была активным участником общества «Супремус». Вот у нас есть тоже ряд работ. И Надежда Удальцова оставила воспоминания своей работы для артели. Вот из ее дневника. «Сегодня много наработала, снова рисунки. Если Давыдова возьмет все, то понесу на 130 рублей. А набросала рублей на 400. Может быть, все кончу в январе, надо бы. Затем к выставке надо сделать несколько рисунков платьев и декоративных панно. Жаль, мало успела для вышивок сделать». То есть, понимаете, нам это говорит о том, что Давыдова, оплачивая эскизы, поддерживала художников. То есть это понятно, какое время, да, какие времена, и как было трудно. И все-таки именно вот эти деньги, они им помогали. Вот у нас тоже есть реализованная сумочка по эскизу Удальцовой. Тоже непонятно, как это было сделано, но очень хороший технолог Галина Райхман придумала, как эти складочки заложить. И она у нас существует. Пуни Богуславская работа. Ксения Богуславская и Иван Пуни. Это такая пара замечательная. Они тоже сотрудничали и работали для артели «Вербовка». И есть вот такая фотография Ксения Богуславская на вечере мод с сумочкой и этот наряд по эскизу Ивана Пуни. И вот это вот тоже, это вот как мы над этим работали. Вот крошечная фотография, да, но восстановили, нарисовали. А цвет я взяла его работу того же времени, тон понятен. Вот получилась такая вещь. Фотография сумочек и шарфов Ксении Богуславской. Вот тоже. Мы ее называем сковородка. Очень удобная сумочка. У нее такая петелька, можно на руку ее одеть. Кругленькая такая красивая сумочка. Иван Клюн. Вот у нас есть Анжелика Стрелковская, которая у нас специалист по клюну. Она вышила такие замечательные сумочки круглые. Ученик Малевича, его близкий друг и душеприказчик, можно сказать, Малевича. И он тоже известно, что работал для артели «Вербовка», и мы сделали несколько вещей по его эскизам. Вот у нас две такие сумочки круглые, как раз вот Анжелика вышивала. Вера Пестель. Вера Пестель замечательный художник. Она не входит в это классическое число 6 русских амазонок авангарда, но у нее есть свой титул «Тихая амазонка». Очень хороший художник, тоже важная фигура в супрематизме, но она в какой-то момент, знаете, отошла от такой активной общественной жизни, и поэтому, может быть, она не так на слуху, но не менее значимый автор. Георгий Якулов. Вот известно, что он работал для артели «Вербовка», известно, что он сотрудничал, но так как мы не могли найти вообще ни одного эскиза, который более-менее мог подойти под эту тему, но нам хотелось отразить его участие. Поэтому я взяла фрагмент, небольшой такой супрематический абстрактный фрагмент из его картины, и получилась вот такая вот вещь, которая, гипотетически могла бы существовать. Как мы работали над всем этим? Вот это вот наш, так скажем, суповой набор. То есть моя задача состояла раздать вышивки разным нашим участникам, кому что, кто что хотел, кто что мог, какие возможности существовали. И надо сказать, что наши участники вышивали бесплатно. То есть мы предлагали оплатить нитки или материалы, но в большинстве случаев даже люди отказывались и от этого, но иногда мы оплачивали, что договаривались. И мы немножко оплачивали изготовление, отшивку в изделия, потому что все-таки вышивать – это удовольствие, а уже шить – это работа. Вот Давыдова
Ну, мы так считали, поэтому, но это все равно были такие, как вам сказать, такие небольшие средства. То есть все это сделано руками добровольцев и без внешнего финансирования. Меня часто спрашивают, как же мы собрали столько добровольцев, как это получилось. И это действительно такое небольшое чудо, потому что у нас была выставка «Амазонки авангарда. Взгляд через 100 лет». Но там были платки, были работы детей на тему авангарда. И мы выставили первые 3 вещи и заявили о проекте. И запустили проект, сделали ряд презентаций, в соцсетях опубликовали. И, в общем-то, понимаете, мы даже не думали, мы не надеялись, что мы даже 50 вещей сделаем. Мы думали, 10, 20, 30, 30 это нам казалось просто фантастикой. А сейчас я посчитала, у нас 76 вещей вот на сегодняшний день. Но вот если коллекцию мы смогли сделать без внешнего финансирования, то у нас есть спонсор, который помог нам напечатать каталог нашей коллекции. Вы его сможете посмотреть потом. Это первые 50 вещей. И издательство «Северный паломник», с которыми мы дружим, напечатали нам этот каталог. И нам помог российский ученый Вадим Петрович Юферов, нам финансово помог это сделать. И вот уже как бы серия наших выставок, потому что вот нашей задачей было показать и рассказать эту историю. Да, и то, что мы как бы делаем, продолжаем и, надеюсь, будем продолжать. И старт проекта был в Москве 24 февраля 2019 года. Это почти день рождения Малевича. День рождения Малевича 23-го. Вот, и практически 140 лет Малевича у нас открылась выставка в арт-салоне библиотеки Толстого на Кутузовском. Потом у нас была возможность выставиться на Гранд Текстиль. И хотя Гранд Текстиль может быть не совсем, знаете, такая академическая площадка, но это площадка, где этот проект смогли увидеть много людей. После этого проект переехал в музей-усадьбу Муранова. И это музей-усадьба Тютчева. Но что интересно, она раньше принадлежала Баратынскому, а Баратынский дружил с Давыдовым. И это дедушка нашего Дмитрия Львовича Давыдова, тот самый Давыдов декабрист, он там имел просто свою комнату в этой усадьбе. А когда уже сейчас это музей Тютчева, и потомки Тютчева имеют там небольшую дачку. Они пришли, посмотрели, когда мы монтировались, и сказали: ой, как интересно. И добавили нам вышивки Эрнестины Тютчевой из своего собрания. И таким образом, понимаете, протянулась какая-то параллель от усадебного рукоделия до вот уже супрематических вышивок и так далее. И мы поняли, что это интересно, когда каждый музей может нам что-то добавить. Потом у нас была выставка в доме-музея Набокова в Санкт-Петербурге. А там очень интересный музей принадлежит Санкт-Петербургскому университету, и в него очень интересные 2 директора. Один Федор Двинятин, знаете, кто это, да? Это «Что, где, когда», филолог. А другой писатель Андрей Аствацатуров. И когда возник вопрос о том, каким образом Вербовка имеет отношение к Набокову, они это просто за минуту связали, понимаете? То есть оказалось, что Набоков учился в училище Тенишевой, что у него и у Ольги Розановой был один педагог по рисованию Добужинский, что бабушка Набокова поддерживала народные промыслы и вышивальные артели. И, в общем, и русское зарубежье, и, в общем, все просто как по маслу. Они все связали за полчаса. Написали нам отличный пресс-релиз, и, в общем, мы прекрасно выставились в музее Набокова. Потом мы в составе Натальи Козловой, ее проект «Авангард. Театр мода» переехали в Нижний Новгород, и вот нам дали самое, я считаю, центровое место – это коридор, потому что было много залов и много экспозиций, а нашу экспозицию нельзя было миновать, потому что она находилась вот у всех на виду. Потом у нас был совершенно наш, я считаю, с Машей подвиг гражданский, когда мы
обратите внимание, в сентябре 2020 года въехали в Беларусь, в Витебск, потому что нас пригласил Музей истории Народного художественного училища, то есть это музей УНАВИС. Для людей, которые занимаются авангардом, это священное место, училище, которое основал Шагал, потом туда приехал Малевич, Лисицкий, Пуни Богуславская и так далее. То есть это такая, просто гнездо, да. И они нас приглашают с этим проектом, понимаете? Но это сентябрь 2020 года, российская граница просто закрыта. И мы с машины в машине едем. У нас было приглашение от Министерства культуры Беларуси, но еле-еле нас выпустили. Мы, можно сказать, грудью взяли границу, но выставились. И на самом деле это было не зря мы шли на этот риск, потому что дальше уже тоже непонятно, можем мы выставиться, не можем, когда это возможно будет, неизвестно. Поэтому выставка у нас там состоялась, очень это было интересно, важно для нас. Очень интересная у нас потом была выставка в декабре 2020 года в Музее истории русского платка и шали. Вот здесь есть Ольга Булкина, это жена директора и основателя музея. Как раз Ольга нас пригласила. И так как Владимир Федорович Шишенин собрал платки и шали, и эта коллекция сопоставима с прекрасными музейными собраниями, одна из лучших в России, то как раз выставляясь в Музее истории русского платка и шали, Владимир Федорович добавил туда гид-текстиль. И мы протянули линию от авангарда до следующего этапа. Это агит-текстиль. Вот тут вы видите, образцы агит-текстиля лежат. Балашиха. У нас был очень хороший опыт в Подмосковье. Нам прекрасную площадку сделали. Очень хорошие промоушены. Очень хорошо наш проект прошел. В декабре 2021 года мы смогли часть экспонатов вывести в Израиль, и в Сергиевом подворье в Иерусалиме была наша выставка, посвященная русскому зарубежью и легендам русского авангарда. И 8 экспонатов из нашей коллекции «Вербовка» там тоже приняли участие, но мы как раз выбрали те экспонаты, которые имеют отношение к русскому зарубежью. Это Пуни Богуславская, как раз Давыдова и так далее. И Юлечка Юлия Онищенко смогла там провести экскурсии. Я не смогла выехать, границы были закрыты. А Юля там находилась, и она провела экскурсии, и был очень большой резонанс и интерес. И прям совсем на днях у нас в марте 2022 года была выставка в клубе «Красный сарафан» в Москве. И это было для нас очень значимое событие, потому что это район Кунцево. А Малевич связан с Кунцево. В общем, там тоже есть свои истории. Еще нам очень там было интересно, и нам повезло, что мы смогли познакомиться с Денисом фон Мек, который пришел на нашу выставку. А Денис фон Мек, он, собственно, прямое отношение к этому имеет, потому что Дмитрий Львович Давыдов, который муж нашей Натальи Михайловны, его родная сестра – это Дениса фон Мек. И он нам рассказал свои семейные истории про и Вербовку, Каменку, и там эти области. В общем, это тоже было очень интересно. Полезная для нас была такая встреча. И в завершение моего рассказа я бы хотела вам показать две книги основные. То есть мы пользовались многим количеством литературы, но Шацких, Казимир Малевич и «Общество Супремус», у нее как раз наиболее полно рассказана эта история артели «Вербовка». И про Наталью Давыдову, про дружбу с Малевичем и так далее. И очень точное, очень грамотное исследование Юлии Туловской «Текстиль авангарда». А с Юлей мы даже познакомились и общались, и она сказала: «Аня, а каталог можно?» Я говорю: «Конечно». Я ей подарила каталог, она говорит: «А для Шарлотты Дуглас можно?» То есть Юлия работает в Америке, дружит с Шарлоттой Дуглас, в общем, к нему ехали туда каталоги.
Вот. И, знаете, я прежде чем уже завершать свою лекцию, я бы попросила наших участников выйти, чтобы вы увидели тех людей, которые смогли сегодня. Анжелика, Маша, Ирина, пожалуйста. Это вот вы сейчас видите небольшое количество нашей команды. Вообще у нас 34 человека. Это те люди, которые своими руками сделали эту коллекцию. Вот. А Маша Каминская ведет наши соцсети. Ну, вот вы можете тоже сфотографировать, наблюдать. У нас теперь есть и контакт тоже. Я сделала в свое время платок вербовка, который содержит вот эти вот 50 первых вещей. Тоже сможете это посмотреть. То есть я, в общем-то, завершаю. Можно задать вопросы, можно посмотреть несколько экспонатов, каталог, платки. Готова ответить на вопросы.